Всем привет, с вами Виктория Ню, и в этом видео хочу поделиться с вами своей историей участника международного чемпионата Nail Olymp Moscow. Если вам интересно, оставайтесь со мной, и я желаю вам приятного просмотра. Итак, деятельность чемпионата активно освещается в профиле Instagram. Все ссылочки я оставлю в описании под видео. Основателем и идейным вдохновителем чемпионата является Татьяна Басманова. И скажу вам, мне посчастливилось познакомиться с этим человеком лично. И вы знаете, она действительно болеет и живет развитием нейл-индустрии. На чемпионате предлагалось на выбор 159 номинаций. То есть нейл-мастера, да и на самом деле не только нейл-мастера, могли найти для себя именно ту номинацию, в которой они хотели бы и могли себя проявить. К моей великой радости на этом чемпионате были также 3 номинации для любителей стемпинга. Также стоит отметить, что все участники при оформлении заявки должны были определить себя в определенной категории – дебют, мастер, профи или премиум. Таким образом, профи-мастера или премиум-мастера не соревновались с теми работами, которые подали те мастера, которые участвовали в категориях дебют, например, или в категории мастер. То есть тут было четкое распределение между работами и между участниками. Вообще хочу выразить огромную благодарность всей команде Nail Olymp Moscow. Они довольно оперативно отвечали на все мои вопросы. К тому же, когда я начала задавать вопросы непосредственно по номинациям стемпинга, меня скоординировали с наставником, с Еленой Савельевой. Чуть позже я о ней тоже поподробнее расскажу. И то есть уже Елена Савельева, да, то есть именно по моим номинациям мне все разжевала, все объяснила, да, и на все вопросы, которые меня интересовали, ответила. Поверьте, я была очень дотошной. Те, кто видел мое видео о участии в первом чемпионате, думаю, меня поймут. Вопросов было действительно много, и мне хотелось понять критерии, по которым судят наши работы. Да? То есть вот эти все моменты Елена мне все досконально объяснила и обо всем рассказала. Вначале я уже показала свою работу, и те, кто подписаны на меня в Instagram, знают, какое место я заняла. А в конце видео я поделюсь с вами идеями, которые я применила в этой работе. Ну а сейчас, возможно, кому-то будет интересно посмотреть на те самые 22 пластины, которые я использовала. Если вас заинтересует какая-то из пластин, я их пронумеровала, поэтому в комментариях вы можете написать номер пластины, и я постараюсь найти на эту пластину ссылочку. Возвращаюсь к теме чемпионата. Дело в том, что старт регистрации начался, по-моему, еще в ноябре 2020 года, и работу нужно было сдать до Нового года, да, до 31 декабря. Но из-за того, что перед Новым годом, как правило, у мастеров просто аврал, организаторы пошли навстречу и продлили срок сдачи работ до 20 февраля 2021 года. Благодаря этому, думаю, все, кто хотел, успели подготовить свои работы. Вообще у каждого чемпионата свой регламент, и зачастую разобраться в нем самостоятельно довольно сложно. Лично я не раз ловила себя на мысли, что вроде бы я читаю знакомые мне слова. Тем не менее, вопросы «а как?», «а почему?», «а что они тут имели в виду?» все равно остаются. И то, что на чемпионате Nail Olymp Moscow была именно такая поддержка наставников, на мой взгляд, это очень хорошо. К тому же после общения с наставником, которого мне порекомендовали организаторы, я для себя приняла решение, что Nail Olymp Moscow – это не первый и не последний чемпионат, в котором я хочу принять участие. И каждый раз разбираться в регламенте, то есть я уверена была, что я где-то что-то упущу, где-то на что-то не обращу внимания, и в итоге моя работа может просто из-за этого не занять какое-то призовое место.
Сама Елена Савельева является многократным призером нейл-чемпионатов. К тому же она также и организатор нейл-чемпионатов, судья международной категории, тренер и наставник команды. При этом не зря в ее профиле написано «Учу побеждать». Елена Савельева – это тот человек, который действительно приведет вас к победе, потому что она абсолютно щедра на очень ценную и важную информацию и без всяких колебаний делится своим опытом и знаниями. В общем, если вы еще чего-то боитесь или вас одолевают сомнения, участвовать или не участвовать, внизу под видео будет ссылка на ее профиль в Инстаграм, пишите ей в директ, и я думаю, пообщавшись с ней, вы точно определитесь. Думаю, также будет не лишним отметить, что участие на чемпионате Nail Olymp Moscow платное, собственно, как и на всех чемпионатах. Но тут в рамках чемпионата проходила 5-дневная конференция, на которой было ни много ни мало 35 мастер-классов. Сам чемпионат и конференции проходили в онлайн-режиме, то есть не меняя свои локации, вы могли поприсутствовать на вот этих вот мастер-классах и получить знания от квалифицированных спикеров. Прокачать свои знания на 5-дневной онлайн-конференции мог любой желающий абсолютно бесплатно, при этом достаточно было просто зарегистрироваться на эту самую конференцию. Награждение и оглашение результатов состоялось 1 марта 2021 года в трансляции. При этом изначально трансляция планировалась на 12 часов дня, потом это все перенесли на 6 часов вечера, и в итоге, все это событие произошло только к 9 часам вечера. Я понимаю, что организаторы очень старались, и они даже пригласили замечательного саксофониста. Но вы знаете, вот это вот время ожидания настолько накалило обстановку, атмосферу в общем чате участников, да, что вот лично мне при каждой музыкальной паузе, да, хотелось, чтобы саксофонист как можно скорее закончил свое выступление. Но это исключительно мое мнение. Вот, собственно, моя работа. На ее создание ушел у меня месяц, но опять-таки месяц – это не значит, что вот я каждый день сидела и что-то там создавала. Домашние хлопоты, работа, лень, нет настроения, нет вдохновения. В общем, все это, конечно, затянуло процесс. Тем не менее, на мой взгляд, это еще один плюс. После участия в нейл-чемпионатах остается вот такая красота. И сейчас все, кто заходит ко мне в кабинет, сразу обращают внимание на эти работы. Я могу сказать исключительно за себя, но вот если бы не чемпионаты, вот такой работы у меня бы просто не было. Данную работу я готовила исключительно для номинации «Реверсивный стемпинг», тема «Стиль фьюжн». На чемпионате Nail Olymp Moscow я уже участвовала в категории мастер, и моя работа заняла 1 место. Все участники чемпионата, даже те, кто не занял призовых мест, получили сертификаты участников. Ну а те, кто занял призовые места, получили сертификаты, кубки и медали. Так как чемпионат Nail Olymp Moscow проходит на территории России, посылку с призами я получила довольно быстро. Также в посылке был приятный комплимент от спонсора Адамова Nails. Это такой набор, такой милый, масло для кутикулы, крема. Очень приятно, спасибо огромное. Ну и вот он мой 2-й кубок и золотая медаль. Посылка была настолько тщательно упакована, знаете, в такой воздушный пакет. Все пришло в целости и сохранности, и это, конечно, не могло меня не радовать. Вы знаете, кубок такой довольно добротный, увесистый, при желании им даже можно кого-нибудь прибить. И, как я уже сказала, это не первый мой кубок, но это 1-й кубок именно за 1 место. Участвовать в нейл-чемпионатах или нет – это личное дело каждого. Для меня это незабываемые впечатления, это бесценнейший опыт и в то же время борьба со своими страхами, со своей неуверенностью именно в профессиональной деятельности.
Кстати, сейчас уже открыта регистрация на очередной чемпионат Nail Olymp Moscow, и до 10 августа у вас есть время принять решение, зарегистрироваться, подготовить работу и таким образом принять участие в этом чемпионате. Ну а сейчас хотела бы поделиться с вами теми идеями, которые мне удалось воплотить в своей работе. Вот, например, на пластине для стемпинга девушка и ее наряд отлично подходит к стилю фьюжн, то есть сочетать несочетаемое. На ней традиционный восточный наряд с добавлением модного животного принта. Единственное, что меня не устраивало в ее наряде, так это дракон. Стиль фьюжн, сочетать несочетаемое, и вместо дракона мне хотелось видеть такой значок инь-янь. На штамп для стемпинга отпечатываю ту часть наряда, которую хочу изменить. И при помощи маленького скотча, собственно, этого дракона и убираю. Вот еще почему, я использую все-таки маленький скотч, а не ролик для одежды. В таких случаях, по моему мнению, маленький скотч просто незаменим. Затем в технике реверсивный стемпинг закрашиваю эту часть наряда. После того, как я раскрасила рисунок, так как я раскрашивала обычным лаком для стемпинга, нужно хорошо подождать, пока рисунок хорошо высохнет. И теперь уже переношу рисунок на типс. Для того, чтобы как-то выделить символ инь-янь с другой пластины, я отпечатаю такой рисунок в виде круга, который рассеивается. Единственное, сейчас на самом типсе нет липкого слоя, и я переживала, что рисунок перенесется не четко. Поэтому я решила использовать клей для фольги, а не праймер, потому что праймер, он также бы просто-напросто мог бы смазать рисунок. Когда клей для фольги стал прозрачным, на поверхности образовался липкий слой, и вот на этот липкий слой я как раз-таки и отпечатываю рисунок. Дальше с другой пластины я отпечатываю символ инь-янь и прямо на штампе при помощи клея для фольги создаю липкий слой для того, чтобы этот символ полностью и без проблем отпечатался на типс. Ну и вот, собственно, таким образом я и немного изменила наряд девушки. На мой взгляд, именно с этим символом наряд больше соответствовал стилю фьюжн, сочетать несочетаемое. Следующая идея называется «выйти из положения». На тот момент у меня не было пластины для стемпинга с большим деревом, поэтому я отпечатываю небольшое, скажем так, дерево коричневым лаком для стемпинга. Опять-таки при помощи маленького скотча я убираю все листья, отпечатанные с пластины, то есть мне нужны только ветви дерева. И, собственно, эти ветви я отпечатала на типс. Теперь этот же рисунок я отпечатываю зеленым лаком для стемпинга, и вот сейчас мне нужны только листочки. Если честно, я уже не помню, сколько раз мне пришлось отпечатать эти самые листочки, но как-то очень много. Причем, если вы обратите внимание, листочки я отпечатываю чуть выше ветвей дерева. То есть не так, как они изначально представлены на пластине. Теперь с другой пластины я беру 3 одинаковых цветочка. Единственное, чем они отличаются, так это размером. То есть тут цветочек побольше, чуть поменьше и меньше. Раскрашиваю цветочки в технике реверсивный стемпинг и отпечатываю на листья. И тут я тоже не помню, сколько всего цветочков мне пришлось отпечатать и раскрасить. Ну и вот посмотрите, изначально было маленькое дерево с листьями, а в итоге получилось довольно большое дерево с листьями и с цветами за счет того, что я, скажем так, приподняла крону этому дереву. Следующая идея была сделать воздушный шар таким образом, чтобы, глядя на рисунок, уже готовый, не было понятно, каким же цветом изначально был отпечатан рисунок с пластины. И тут, конечно, помогла мне именно техника цветной стемпинг. То есть с пластины я отпечатала рисунок 3 цветами. Таким образом у меня корзинка получилась коричневая, а сам шар получился двухцветным. И теперь еще другими 2 цветами я его, собственно, раскрасила в технике реверсивный стемпинг. Ну и вот такой вот шарик в итоге получился.
Следующая идея на самом деле была случайностью, которая в итоге превратилась в новую технику стемпинга. Более подробно о технике Stamping Shadow или Stamping Тень я рассказываю в одном из своих видео. Видео про объемный стемпинг. Суть этой техники заключается в том, чтобы создать реальную тень, которую отбрасывает стемпинг рисунок на поверхность. Для тех, кто не знаком с этой техникой, может показаться, что тень – это прорисовка. Но, как вы сами сейчас видите, это действительно реальная тень от рисунка. На момент озвучивания данного видео я приняла участие еще в 2 других нейл-чемпионатах. Так что впереди вас ждет как минимум еще 2 видео с моими работами. Ну что ж, вот такое видео у меня в итоге получилось. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Я с удовольствием с вами пообщаюсь. Ну а если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. А я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!